Сегодня начался мастер-класс в Гурзуфе. Один студент приехал, завтра присоединится еще. Люди, я с пониманием отношусь к этому, боятся ехать в Гурзуф. Но, коли так, будет Гарда в Италии в сентябре, будет Армения. Присоединяйтесь. На сайте выложена информация по моим классам, так что вы посмотрите локации, точки. Там же есть кнопка «Записаться», принимайте решение. Лиу Агат. Слава, ваша палитра по центру – это обычная деревянная по центру, да? Деревянная, она и не только по центру, а и везде деревянная. Вы каждый раз ее чистите потом. Я кладу ее в воду после работы. Вот сейчас я пришел с класса и положил ее в ванночку с водой. Завтра достану, стряхну воду и буду писать. Ну, очищаю, конечно, рабочую поверхность мастихином, так, чтобы там желательно была совсем чистая. И для этого я вложение туда сделал, вкладыш пластиковый. Очень удобно. Лиу Агат. А бывают несочетаемые цвета в картине? Конечно, бывает, например, голубой и красный. А вот иногда едешь по дороге, и неумелые художники делают плакаты, где в глазах начинает сверкать, рябить от сочетания голубого и красного. Они как электросварка. Ну, если это не специально, конечно, чтобы ошарашить водителей или зрителей, которые смотрят вашу картину, то это не недогляд. Можно так повернуть, что этот контраст будет только усиливать твое желание создать этот эффект контраста. Еще дальше пишет Лиу Агат. Сам процесс замешивания красок. И все-таки метод проб и ошибок, ведь каждый мазок невозможно предугадать, как он ляжет и какого имени тона станет рядом с другим. Почему же невозможно предугадать? Если вы нацелены, если вы тонально мыслите и еще в рамках теплохолодности, то любой замес положили, не попали, да, ну делайте другой замес, счистите еще раз. Но вы же держите его во внимании, как вы решаете тот или иной кусок в картине, как сочетание происходит. Вы держите во внимании все пятна картины, их не так много, как кажется, 5-6, это можно вниманием удержать. Так, на палитре хаос порой творится, разве можно не контролировать? Иной раз палитра выглядит лучше, чем картина. Ее надо в раму вешать. На палитре пусть будет хаос. На рабочей поверхности все это так вот все. Лишь бы в мозгах не был хаос. Вот если там хаос, то это беда. То на картине гармонии не появится точно. Затем ко мне и приезжают студенты, люди на классы, чтобы навести порядок в мозгах. Я же не учу писать, я учу правильно расставлять, правильно сравнивать, не делать ошибок. Вот что важно. Не думайте даже про продажи. Это он ко всей нашей палате, к корпусу, я бы сказал, обращается. Развелось писак, продаж нет совсем с ними. Ой, вот попали мы, ребята. Недавно прочитал. Вот не помню, кто сказал, напомните, если вы, то ли Жванецкий, то ли Ширвин, то ли кто-то еще, ну вот я правда не помню. Но когда он, вот тот сказавший, услышал, как первый раз, как поет Басков, он сказал кому-то там, ну, близким, что есть люди, некоторые люди, которые думают, что они поют. Или умеют петь, что ли, так. Если кто-то знает эту реплику, кому она принадлежит, скажите. Ну так спойте лучше Баскова, и вы завладеете вниманием всего мира. Какие проблемы? Конкуренция. Вчера был в ресторанчике здесь, не буду называть, ну, недоваренная, недожаренная мяско, и котлетка была кисловата. Ну, из несвежести приготовлено. Ну, не пойду я просто туда. Все же очень просто. Ну, нет у вас продаж на вашу живопись. Ну, напишите другую. Напишите такую, чтобы были продажи. Напишите работу
уровня Рафаэля, Леонардо, ну и так далее, Боттичелли. Вы думаете, что она потеряется, все будут смотреть на работу вот Писак, а на вашу Боттичелли не будут смотреть? Да оторвут с руками и ногами. Нам покажите в Телеграм. Посмотрим, хотя бы мы поучимся, как надо писать. Ругать каждый может. Прежде чем ругать, покажите, скажите, вот на что я способен. Я имею право ругать всех, все ничтожества. Я один настоящий художник. Сара Сарочка, ну и другие пишут, в некоторых районах YouTube уже отключили. Где вас потом найти можно? Ну, в каждом видео, под каждым видео есть ссылка на телеграм-канал. Давайте там я тоже буду, вот и с этого видео начну выкладывать каждый раз и на YouTube, и там. Елена Лайнзер. С удовольствием смотрю на вашу крышу. Я похожую крышу писала, у меня не получилось. Но у вас тоже не получилось, и мне легче. Вы знаете, Елена, если я вам показываю какие-то работы здесь, это значит, что они получились. Странно, да? Но некоторые люди приезжают издалека на мои выставки, да, несколько тысяч километров даже преодолевают. Были такие случаи. Чтоб на них посмотреть вживую. А уж поверьте, раз на выставку я работу вешаю, то она получилась. И если вам показывают, то тоже получилось. Это просто, помните, как Омар Хайям сказал, что каждый видит ту красоту, до которой дорос. Это не в ваш адрес. Вы, конечно, доросли. Ваша красота просто вместе с вами, в вашем мире собранном. Моя красота в моем мире собранном. На нее кто-то реагирует, а кто-то говорит, что это не получилось. Уверяю вас, это абсолютно нормально. Как в ботаническом саду здесь, в Никитском, растет какой-нибудь красивый, я не знаю, глициния красивый, а рядом растет, я не знаю, ну, сорняк. Не, ну зачем сорняк? Ну, хризантемка. Кстати, там бывает фестиваль хризантем, много. Вот. Ну, она, конечно, с глицинией она не потянет сражаться. Она маленькая. А глициния... Ну и что? Из-за того, что она такая маленькая, она что, не получилась, думаете? Нет, у природы все получается. Просто она требует другого подхода, видения. Оно у нас у всех разное. В вашу систему ценностей это вот крыша не попадает. В мою попадает. И кто-то резонирует, тоже попадает, и это хорошо. Потому здесь и собрались в нашем госпитале. Отдельная палата существует, где вот нам всем хорошо, легче нам. Вячеслав, спасибо за ваше видео, стараюсь их делать. У меня вопрос, как вы выставляете в арт-пространстве коробку? Кстати, до 11 числа там мои картины висят. Она уже заканчивается, сегодня 9, 10, 11. Как правильно подать туда заявку для участия в выставке? Посоветуйте, пожалуйста. Да позвоните им, покажите работы, да и договоритесь, если они проходят. Они же опытные галеристы, скажут, нужны вы им или не нужны. Формат или не формат. Я как-то так ходил по московским галереям, мне говорили, не формат. Ну, не формат, идешь в другую, где формат. Ну, правда, у них был формат такой уж очень современное искусство, сильно современное, такое, что мама дорогая. Ну, конечно, не формат. Зачем я туда попёрся? Надо ходить в такие, где вы чувствуете, что там, ну, хотя бы, ну, одна колея, по которой ездят вот эти вот троллейбусы, автобусы. Друзья, я проведу мастер-класс в Италии на озере Гарда, в живописных местах, поблизости от небольшой старинной деревни Сан-Феличе-дель-Бенако. 25 сентября мы будем работать в городе Сало, затем в живописном порту Портезе, 27-го мы будем на ферме Клетус, затем мы будем писать в замке Сермионе на озере Гарда и 29 сентября в порту Дусана.
Вас ждут незабываемые 5 дней живописи. Присоединяйтесь к группе, запись на моем сайте. Мария Фросина. Ну вот как научиться такой свободы, как не бояться себя? Уж себя точно не надо бояться, себя надо найти в этом смысле. Тогда страха не будет. Ну, этим мы и занимаемся в онлайн-школе, кстати, и на живых классах. На живых круче, как вы понимаете, сразу все вот цепляется, понятно становится, что делать, как не бояться себя и как обрести свободу. Но в онлайн-школе тоже есть уроки, курсы, на которых это, мы проходим. Присоединяйтесь, сейчас зайдите на сайт, там кое-что есть для вас по скидочной системе. Владимир Полуда. Живопись через силу вполне приемлема и возможна. Аппетит приходит во время еды. Вы же все время все сравниваете с блюдами. Да, все время. И сейчас буду сравнивать. Так часто бывает, а то вдохновение может и месяц не прийти. И что? Владимир спрашивает. Я тоже спрашиваю. И что? Что не придет месяц? Это что, страшно, что ли? Ну, не придет. А без вдохновения как вот при... Ну, вот хорошо, Владимир, секс же известен всем. Но нет у вас вдохновения сегодня. Вот нету. Получится что-нибудь? Хотя бы что-то, вот чуть-чуть получится? Нет. Подходи, начинай работать, и все приходит. Вдохновение тоже, да? Не хочешь есть, сел, пошла, слюнька потекла и понеслась, да? А вот вы напишите, Владимир, какие работы вам больше нравятся, ваши, да? Которые вы написали с вдохновением, с каким-то озарением, либо которые вот так вот, из-под палки, когда нужно. У меня выставка одна персональная во Владимире, называлась «Кураж». В Центре пропаганды изобразительного искусства во Владимире открылась выставка картин московского импрессиониста Вячеслава Короленкова. Она называется «Кураж». Автор представил несколько сотен своих работ. Такое слово красивое. Кураж. Состояние, вот именно вершина вдохновения, когда ты не можешь не писать, не можешь не танцевать, не можешь не радоваться. И из этого куража, вот именно кураж у артистов ценится, кстати, да, когда все получается. Вспомните Андрея Миронова, это вот состояние куража, оно просто вот хлещет, и, конечно, зритель это чувствует в любом жанре. Я об этом говорил, скорее всего, когда-то раньше, что лучше подождать и вот этот кураж поймать его. На этом кураже, я не знаю, блюдо, яичница будет вкуснее, если вы в этом состоянии готовите. Поцелуй будет слаще. Ответный взгляд ребенка, жены будет теплее. Короче говоря, я думаю, все мы понимаем, о чем речь. С 11 по 17 октября будет класс в Армении. В эту программу включены новые точки, новые локации. Это, по сути, арт-путешествие с экскурсиями, с дегустацией вина, конечно же. Мы планируем писать в разных местах, ночевать в разных местах, переезды будут. Очень подробно вы можете познакомиться с программой, которая на моем сайте. Программа насыщенная, объемная. И главное, что вас ждут удивительные впечатления. И мы будем писать. Мы будем черпать эти ощущения и учиться писать. Писать солнце, писать пространство, как говорил Мане, между объектами.
И особое внимание будем уделять композиции в этой поездке. Точно. Делайте свою работу, друзья. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, конечно. Это помогает развитию нашему. Делитесь с друзьями. Предлагаю вам посмотреть еще одно кино после этого. Называется «Как писать закаты». Пока!